Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале. Делаем вместе своими руками. С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы снова покажем процесс изготовления простых текстильных аппликаций. Такие аппликации-домики можно сшить практически на любой швейной машинке. Работа несложная, но очень увлекательная и творческая. К тому же совсем не затратная, так как в работе используются в основном обрезки ткани. Другими словами, главное – желание, так как особенных навыков тут не потребуется. Даже начинающие смогут сделать настоящий шедевр. Вначале рисуем эскиз простым карандашом на листочке в клеточку. На такой бумаге проще рисовать и представить масштаб объекта или композиции. К тому же по клеточкам удобнее рисовать и переносить изображение на ткань. В процессе работы, конечно, некоторые элементы задуманного могут измениться, но основная идея все равно останется. Нарисовали эскиз, определяемся с основой. В качестве основы подойдет любой материал, имеющий достаточную плотность. Это могут быть мебельные ткани, ткани для верхней одежды, джинсовая ткань или обрезки от старых джинсов. Главное, чтобы ткани не повело, когда вы будете пришивать много маленьких лоскутков на основу или делать простенькую вышивку в виде каминной трубы или котика. Одно дело, когда текстильная аппликация для открытки крепится на картонную основу. И совсем другое, когда это аппликация для сумочки. Сумочка в процессе эксплуатации будет пачкаться, и ее рано или поздно все равно придется постирать. Сегодня наш разговор пойдет именно о тех аппликациях, которые можно стирать. В этом случае выбор основы имеет большое значение. Мы будем делать нашу работу на плотной джинсовой ткани. Определились с тканью для основы аппликации. Вырезали кусочек нужного размера. С этим кусочком ткани будет очень много манипуляций, поэтому сразу обрабатываем края, пока ткань не посыпалась. Тем более, что эта ткань джинсовая. Основа у нас есть. Теперь вырезаем и раскладываем лоскутки нужного размера, согласно эскизу. Вначале вырезаем основные элементы композиции. Рисуем контуры домиков на небольшом лоскутке джинсовой ткани с помощью швейной ручки с термоисчезающими чернилами. Нарисовали. Берем ножницы и вырезаем. Вырезали. Раскладываем основные элементы композиции на основе. Примеряемся. Примерили лоскутки. Определились с их расположением. Приклеиваем основные элементы композиции клеевым карандашом. Мы пользуемся таким цветным клеевым карандашом. Его хорошо видно, при этом он не оставляет следов после стирки. Если вам интересно, какие материалы мы используем, ссылки на материалы можно будет найти под видео. Приклеили крупные лоскутки к основе клеем. Фиксируем их основательно с помощью швейной машинки. Мы пришиваем ткань по краю свободно ходовой стежкой, предварительно подобрав нитки по цвету к лоскуткам. Технология очень простая. Отступаем от края джинсового лоскутка 2-3 мм и прошиваем вдоль края 2-3 раза. Наша задача зафиксировать лоскуток на основе и укрепить его края, чтобы они не посыпались, так как наше изделие с аппликацией мы планируем носить, несмотря на капризы погоды, и стирать в стиральной машинке. Пришили к основе основные элементы композиции. Теперь подбираем по цвету и вырезаем более мелкие детали: окна, двери и прочее. Определились
с цветовой гаммой небольших лоскутков и их расположением. Подклеиваем их на композицию с помощью клеевого карандаша. Прежде чем пришивать окошки и двери, прорисовываем створки, фрамуги и форточки швейной ручкой. Это займет немного времени, но работа будет намного аккуратнее, так как по рисунку легче прокладывать строчку. Небольшие лоскутки, окна и двери начинаем пришивать с середины прямой строчкой с мелким шагом, чтобы ткань не дала морщины. Строчку прокладываем по одному и тому же месту 2-3 раза контрастными нитками. Так небольшие элементы будут более заметны. Пришили элементы в середине. Прошиваем по краю небольшие лоскутки, отступая 2-3 мм от края. Каждую строчку необходимо прокладывать 3-4 раза. При этом шьем строчкой с мелким шагом, чтобы ткань не рассыпалась при стирке. Пришили двери и окна. Теперь добавляем разные симпатичные и забавные элементы. Вначале рисуем терморучкой, а потом прокладываем строчки по рисунку на швейной машинке. Чем больше мелких деталей вы добавляете на этом этапе, тем интересней получится итоговая композиция. Теперь, по сути, мы делаем вышивку с помощью швейной машинки. Можно применить все строчки, на которые только способна ваша швейная машинка. Проще всего шить лапкой с открытым мысом. Так лучше видно и проще контролировать строчку. Можно прямой строчкой с мелким шагом вышить навес над окошками или козырек над входной дверью. Свободно ходовой стежкой по разметке вышить ставни или жалюзи. Я модернизировал лапку для стежки, вырезал в прозрачной пластмассовой лапке окошко. И теперь стало еще проще вышивать разные совсем небольшие элементы. Особенно интересно лапкой для свободно ходовой стежки вышивать разные штучки цветными или контрастными нитками. Простор для творчества необыкновенный. В общем-то, в текстильной аппликации можно использовать практически любые строчки, на которые только способна швейная машинка. Все ограничивается только фантазией мастера. Ну, и, естественно, куда же в аппликации без строчки зигзаг? Ею можно укреплять не только края лоскутков, но и расставлять акценты в композиции с помощью контрастных ниток. Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Благодаря простенькой бытовой швейной машинке. По-моему, неплохая текстильная аппликация. Немного времени, обрезки ткани, а главное вдохновение, и практически любой может сшить небольшую текстильную аппликацию для сумочки, декоративной подушки, чехла, покрывала или панно. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш канал, пишите нам, мы будем рады вашим откликам. Шейте с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания.